Привет, путешественники! Вы на канале Go Travel. Сегодня мы поговорим о очень важной теме, которая может испортить даже самый долгожданный отпуск. Как не дать себя обмануть в Египте? Египет – это мечта о вечном лете, особенно когда за окном серость, дождь и холод. И так хочется солнца, моря и отдыха без забот. Но именно там, где турист расслабляется, включаются совсем другие правила игры. В последние годы и особенно сейчас мошенники в туристических зонах Египта стали еще хитрее. От бесплатных услуг, которые внезапно оказываются платными, до скрытых доплат в отелях, за экскурсии, например, поездки на верблюдах или морские прогулки, и даже за лежаки, напитки или шезлонги прямо на пляже. Сегодня я разберу самые популярные схемы обмана, чтобы ваш отпуск, неважно, летите ли вы из Берлина, Дюссельдорфа или любого другого города, не превратился в настоящий финансовый кошмар. И обязательно досмотрите видео до конца. Последний пункт может помочь вам сэкономить или сохранить несколько сотен евро. Ловушки в аэропорту и визовый обман. Первый обман ждет вас сразу по прилету. Если вы летите в Хургаду, имейте в виду, туристическая виза обязательно. А вот если ваш пункт назначения Шарм-аль-Шейх и вы не планируете покидать Синайский полуостров, визу можно не оформлять. Достаточно бесплатного штампа Sinai Only на 15 дней, но об этом в аэропорту почти никто не говорит. В Хургаде официальная стоимость визы $25. Однако представители туроператоров и посредники часто приглашают туристов к своим стойкам, где цена может доходить до 27-30 евро. Еще одна популярная ловушка – так называемая помощь с заполнением иммиграционной карты. За нее могут попросить 5 евро, хотя на самом деле заполнение занимает буквально 1 минуту. Вы сейчас на экране видите, как заполнена миграционная карта. Здесь нужно указать фамилию и имя латиницей, как в загранпаспорте, дату рождения, гражданство, номер паспорта, номер рейса и город вылета. Также обязательно пишем адрес проживания в Египте. Обычно достаточно указать название отеля и город. В графе «Цель визита» выбираем «Туризм». Важно знать, туристическую визу в Египет можно оформить заранее, онлайн, еще до вылета. Это официальный способ въезда, который позволяет избежать очередей и лишней суеты в аэропорту. Кроме того, с 1 февраля 2026 года Египет постепенно переходит от бумажных иммиграционных карт к онлайн-формату заполнения. Бумажные бланки постепенно убирают, но на практике в аэропортах их все еще могут выдавать. Поэтому ручку с собой лучше иметь. Да-да, именно свою ручку. Без нее даже простая формальность может превратиться в головную боль. Еще одна ловушка в аэропорту. Так называемая бесплатная помощь. Сразу после паспортного контроля или еще до выхода из зала прилета к вам могут подойти сотрудники или люди в форме и предложить помочь. Показать дорогу, донести чемоданы, ускорить прохождение или просто сопроводить. На словах бесплатно. На деле уже через минуту вам выставляют счет в 5, 10 или даже $20. Запомните, в аэропорту никто ничего не делает бесплатно, если вы об этом не просили. Если помощь вам действительно нужна, сразу уточняйте цену, а если нет, уверенно говорите «нет, спасибо» и спокойно идите дальше. Есть еще один нюанс в аэропорту, о котором важно знать. В дамской или мужской комнате при входе может стоять сотрудник и ожидать оплату. Но туалеты в аэропортах Египта бесплатные, платить там не нужно, поэтому не смущайтесь и проходите спокойно. Следующий пункт – транспорт и такси. И тут начинается настоящая магия цифр. В других странах мы привыкли к счетчикам и фиксированным тарифам, но в Египте это работает совсем иначе. Например, вы договариваетесь с таксистом о цене 15 фунтов. В конце пути он вдруг говорит: нет, я имел в виду 15 евро или $15. Или еще одна хитрость.
Вы даете купюру в 100 фунтов, а водитель якобы роняет ее и подменивает на 10 фунтов, утверждая, что вы ошиблись. Купюры действительно похожи по цвету, ловушка готова. Совет: всегда пользуйтесь приложениями, например, Uber или InDrive, которые работают в Египте. Там цена фиксированная, привязана к вашей карте и никаких споров с водителем. Следующий пункт – отельные уловки и бесплатные в кавычках сервисы. Да, слово «бесплатные» я беру в кавычки, потому что даже в хороших 5-звездочных отелях есть свои хитрости, такие как замена номера. Вам могут сказать, что ваш номер сломан или занят, и предложить лучший вариант с видом на море за доплату, например, в $50 или 50 евро. На самом деле ваш номер часто бывает свободен, и это одна из распространенных уловок. Совет: в такой ситуации спокойно настаивайте на том номере, который указан в вашем бронировании, и попросите проверить информацию еще раз. Если номер действительно недоступен, уточняйте, предоставляется ли улучшение бесплатно, так как это проблема отеля, а не ваша. Мини-бар. Часто бутылки воды, которые стоят на столе, оказываются платными, а те, что в холодильнике, бесплатными или наоборот. Совет: всегда уточняйте стоимость всего, что берете из мини-бара, чтобы не платить лишнее. Wi-Fi. Формально интернет бесплатный, но на практике он часто плохо работает. В итоге вам предлагают купить премиум доступ за 20 евро в неделю. В большинстве случаев проще и выгоднее купить местную сим-карту прямо в аэропорту, примерно за 10 евро, например, у оператора Orange или Vodafone. Переходим к следующему пункту и поговорим о обманах на экскурсиях. Даже еще до самой экскурсии туриста могут ждать первые ловушки. Когда вы берете тур через туроператора, например, на сайте типа Чек24, на следующий день после прилета вам назначают гида, с которым нужно встретиться. И вот тут начинается привычная ситуация. Гид часто начинает навязывать дополнительные экскурсии, которые стоят дороже, чем если бы вы брали их у уличных агентств. Он может сидеть с обиженным, мягко сказано, выражением лица и приводить аргументы вроде: если вы не берете экскурсию у меня, ваша страховка не работает. Не верьте этим словам, это миф. Если у вас немецкая страховка, она действует на всей территории Египта, независимо от того, где вы купили тур. На экскурсиях у туристов бывают разные ловушки. Верблюды и лошади у пирамид. Кажется, прогулка бесплатная или дешевая. Например, предлагают подняться на верблюда бесплатно или за $1. Но чтобы сойти животного, уже нужно заплатить $20. Фотосессия в подарок. Сначала предлагают сфотографировать бесплатно, а потом требуют деньги за фото или за сам процесс съемки. Гиды, которые подталкивают к дополнительным услугам, они обещают показать в кавычках секретные места, а потом требуют чаевые или доплату, которых вы не оговаривали. Я лично заметила особенность. Сначала они очень приветливые и дружелюбные, а как только вы отказываетесь или не идете у них на поводу, они начинают злиться и вести себя агрессивно. Это может напугать туристов и создать давление, чтобы согласиться на дополнительные услуги. Остановки в торговых точках. Некоторые экскурсии включают посещение института папируса, магазинов парфюмерии, лавок с изделиями из алебастра или сувенирных музеев. На деле эти места часто выполняют роль торговых точек для туристов. Гиды подталкивают к покупкам, хотя такие остановки не всегда были заявлены в программе тура. В результате вы можете потерять время и потратить лишние деньги. Совет: всегда уточняйте маршрут, цену и условия заранее, чтобы избежать лишних трат и неприятных сюрпризов. И сохраняйте спокойствие при общении с гидами, даже если они начинают давить на вас или злиться.
А теперь давайте поговорим о том, какие ловушки могут поджидать вас на рынках, сувенирных магазинах и аптеках в Египте. Иногда на рынках вам как будто дарят сувенир, кладут его в руки или надевают браслет, создавая ощущение, что это подарок, но спустя несколько секунд начинают требовать деньги или намекать, что подарок нужно оплатить. Сувенирные магазины – еще одна распространенная ловушка. Сначала товары предлагают по низкой цене, но при оплате сумма может резко вырасти. Некоторые продавцы утверждают, что вещь редкая, особенная или сделана специально для туристов, чтобы вы заплатили больше. Аптеки для туристов – отдельная тема. Во многих аптеках цены вообще не указаны, и вы не видите, сколько стоит тот или иной товар, пока не подойдете к кассе. В итоге лекарства и другие товары могут стоить в несколько раз дороже, иногда в 4 или даже 5 раз. При этом туристов часто убеждают, что цены во всех аптеках одинаковые, но это не так. Дополнительные хитрости. Продавцы часто сначала располагают к себе, делают комплименты или предлагают мелкие подарки, а потом выясняется, что за них нужно платить, и эту сумму неожиданно включают в счет. Совет: всегда уточняйте цену заранее и обязательно спрашивайте, в какой валюте она указана – в долларах, евро или египетских фунтах. Сравнивайте цены в нескольких аптеках или магазинах. Если вам предлагают подарок, сразу уточняйте, действительно ли он бесплатный. Ну а теперь я хочу подвести свои итоги и дать несколько советов для вас, моих зрителей. Это то, что реально помогает не попасться на хитрости и обманы в Египте и сэкономить нервы и деньги. Первый совет. Меняйте валюту заранее и имейте при себе египетские фунты. Курс доллара и евро в магазинах часто грабительский, поэтому лучше заранее обменять часть денег или оплачивать картой банка. Конвертация честнее и безопаснее. Второй совет. Проверяйте сдачу сразу. Когда даете деньги, не отходите от кассы. Убедитесь, что получили правильные купюры. Третий совет. Не будьте слишком вежливы. Например, в Германии мы привыкли отвечать на вопрос «как дела?», а в Египте это может быть способом заманить вас в лавку. Просто улыбнитесь и идите дальше, говорите спасибо. Четвертый совет. Будьте внимательны и спрашивайте цену заранее. Если что-то предлагают бесплатно или как подарок, уточняйте, не придется ли потом платить. Сравнивайте цены в разных местах, особенно на рынках, в сувенирных магазинах и аптеках. Спасибо, что были со мной на канале, что досмотрели это видео до конца. Если советы были для вас полезны, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, чтобы не пропустить новые видео про путешествия и полезные лайфхаки для туристов. Желаю вам безопасных и ярких путешествий. А сейчас пока-пока и до новых встреч на канале Gold Travel.